Жюль Верн. Вокруг света за 80 дней. Известие о заключенном пари попало в газеты. Фотография мистера Фога была опубликована в London Illustrated News, в связи с чем попала под пристальное внимание некоторых служащих Скотланд-Ярда. Она полностью подходила под описание уже известного нам прилично одетого почтенного господина, которого видели в платежном зале Банка Англии. Телеграфные провода жужжали и гудели, рассылая описание Фога в разные места. И одним из таких мест был Суэц, где в среду, 9 октября, в 11 утра ожидался пароход «Монголия». У пристани Суэца в ожидании прибытия парохода стоял небольшой худощавый мужчина с резкими движениями и острыми чертами лица. Его звали Фикс. Он был детективом, назначенным следить за путешественниками, выбравшими маршрут Суэцкого канала. Когда пробило 11 часов, пароход бросил якорь у причала. Через несколько минут первые пассажиры стали прибывать в шлюпках пристани и сходить на берег. Фикс внимательно изучал их всех до тех пор, пока один из них сам не подошел к нему и не спросил о том, где располагается здание британского консульства. Он показал свой паспорт. Фикс взял его и прочитал содержащиеся в нем данные. Это ведь не ваш паспорт? Нет, это паспорт моего господина. Он остался на борту. Он должен сойти на берег, чтобы установить его личность в консульстве. Пассажир раскланялся с Фиксом и вернулся на пароход. Детектив покинул пристань и быстрым шагом направился к консульству. За 2-3 минуты он полностью изложил консулу свои подозрения. Вскоре явились Фог и паспорту. Вы Филиас Фог, и вы прибыли из Лондона? Да, И вы направляетесь... в Бомбей. Однако мне бы хотелось, чтобы вы доказали своим штампом, что я посетил и Суэц. Очень хорошо, сэр. Консул проставил в паспорте свою подпись и дату. Мистер Фог оплатил положенный сбор, раскланялся и вышел в сопровождении слуги. Он показался мне очень приятным человеком, мистер Фикс. Возможно. А мне он все больше напоминает того вора, описание которого я получил. Агент Фикс отправил телеграмму со следующим текстом. Суэц, Лондону, Роуэну, комиссару полиции. Главный офис Скотланд-Ярд. Я выследил банковского вора Филиаса Фога. Спустя полчаса Фикс, держа в одной руке свой невесомый багаж, поднялся на борт Монголии. Вскоре после этого пароход продолжил свой путь по Красному морю, направляясь в Аден и Бомбей. Монголия, механикам которой мистер Фог пообещал щедрую награду за прибытие в Бомбей раньше срока, шла вперед с максимально возможной скоростью. Что касается паспорту, то он был очень рад увидеть на следующий день после их отплытия из Суэца на палубе того отзывчивого джентльмена, который так помог ему в Суэце. К полудню воскресенья 20 октября показалось Индийское побережье, а в половину 5-го пароход уже пришвартовывался в порту Бомбея. Теперь мистеру Фогу и его спутнику предстояло путешествие по Индии по недавно открытой железной дороге. Детектив Фикс сошел с Монголии следом за мистером Фогом и поспешил к начальнику полиции Бомбея. Он предъявил свои документы и спросил, получен ли из Лондона ордер на арест. Как выяснилось, ордер получен не был. Через несколько мгновений прозвучал громкий гудок, и поезд растворился в темноте. Паспорту ехал в одном купе со своим господином. Третьим пассажиром, сидевшим в противоположном углу, был бригадный генерал сэр Фрэнсис Кромарти. Всю ночь поезд шел по запланированному маршруту, проезжая мимо необозримых равнин и необъятных джунглей. В 8 часов утра поезд остановился на лесной поляне, окруженной несколькими бунгало и хижинами рабочих. Кондуктор прошел вдоль вагонов, выкрикивая «Всем пассажирам на выход!». Филиас Фог посмотрел на Фрэнсиса Кромарти, который, казалось, был озадачен неожиданной остановкой посреди леса. Паспорту спрыгнул с вагона на рельсовый путь, отсутствовал минуту-другую, а потом вернулся, крича: Месье! Месье, дорога закончилась! Что ты имеешь в виду? Я хотел сказать, что поезд дальше не пойдет. Рельсовый путь закончился.